предыдущем фильме я мельком показал вам вот этот саркофаг со сценой жертвоприношения молодой девушки. История этой кровной мести описана в древнегреческих сказаниях как вынужденный поступок во имя неспослания грекам попутного ветра для возвращения с войны на родину. Я тут же вспомнил жертвоприношение принцессы Ифигении по такому же поводу. И когда я подробно изучил и сопоставил между собой все имеющиеся письменные свидетельства, я снова поразился тому, насколько все взаимосвязано в древнегреческих мифах. И у меня возникла своя личная версия происшедшего, основанная на общих в этих историях фактах и временных отрезках, чего упорно не замечают или не хотят замечать современные историки и искусствоведы. На саркофаге изображена гибель Поликсены, дочери троянского царя Приама, сестре воина Гектора и Париса, который, будучи в гостях у спартанского царя Менелая, соблазнил и выкрал у него жену Елену Прекрасную вместе со всем дворцовым золотишком. В результате этой идиотской выходки бывшего козлопаса и началась Троянская война. Так как такое оскорбление смыть можно было только большой кровью, месть должна была стать эпической. И как это испокон веков принято в Европе, исключительно в составе коалиции желающих, ибо в одиночку страшновато. Тем более, что существовала прекрасная возможность привлечь подельников не только потенциальной добычей, но и клятвой, данной ими ранее. Решили призвать на войну и некого Ахиллеса, являвшегося крутой помесью Зевса со всевозможной водной нечистью и кентаврами в третьем поколении. Когда объявили сбор всех дававших клятву, молодого призывника дома не оказалось. В лучших европейских традициях мать Ахилла Фетида заранее спрятала его от призыва в соседнем государстве царя Ликомеда, где нарядила его в женское платье, сделала соответствующую причесочку, губки, реснички и определила жить вместе с несколькими дочерьми царя на женской половине дворца. Она знала о грядущей войне от предсказательницы. Хотя Ахиллу было еще в районе 12 лет, он умудрился в процессе совместных игр обрюхатить одну из дочерей Ликомеда Деидамию. Дело приняло скверный оборот, и малолетних проказников решено было срочно поженить. А чтобы уберечь от этого гиперактивного подростка оставшуюся женскую половину царской семьи, из дворца, видимо, была организована утечка информации в Микены. И за Ахиллом, инкогнито из Итаки, прибыл лично военком Одиссей. Он тоже на всякий случай нарядился в одежды купца и путем хитроумных уловок вычислил среди девиц ряженого героя. Хотя сам до этого тоже уклонялся от исполнения воинской обязанности и клятвы, прикинувшись чокнутым и глухонемым. Но также был изобличен и урезонен. Малолетнюю беременную жену взять с собой не разрешили, зато дали 50 кораблей с войском, 2 заколдованных говорящих коней, меч-кладенец, непробиваемые доспехи и временную замену супруги, милого друга Патрокла. Так они появились в лагере греков, где вместе со всеми стали ждать 3 года отплытия на войну. Чтобы она точно уже началась и никто уже не мог спрыгнуть, как всегда нужна была сакральная жертва. Все подробности этой истории смотрите в моем фильме «Ифигения». Ссылка в описании. Там я подробно рассказываю, кто и зачем решил сделать этой жертвой дочь Елены Прекрасной. В общем, Ахиллу деваться было некуда и пришлось идти на фронт. Давайте подробнее разберем участие Ахилла в этих 2 убийствах, да и в Троянской войне в целом. Как я уже говорил, Одиссей и Агамемнон обманом вызвали из дворца в лагерь Ифигению с Клитемнестрой, прислав известие, что на принцессе хочет жениться самый настоящий и самый красивый герой из героев Ахиллес. Когда успел стать героем, что такого героического совершил этот вечно озабоченный и почти бессмертный подросток, греческие певцы в своих творениях не объясняют. Видимо, его просто рекомендовали несмышленной Ифигении и ее тете маме как настоящего героя. Так к нему это почетное звание на века и прилипло. Когда Ифигению привели под нож маньяка и заказного псевдопролицателя Калхаса, он развлекался у себя в шатре в компании любезного товарища Патрокла. Ифигению зарезали, замаскировав банальную месть обманутого мужа под акт самопожертвования, и Агамемнон на 3-й год таки решился отправиться на войну. Война Ахиллесу понравилась, и он успешно резал, грабил и насиловал местное население, пользуясь своей практически полной неуязвимостью. Пока однажды Агамемнон, как главный пахан,
не положил свой глаз на его наложницу Брисеиду, которая досталась Ахиллу при дележе добычи от разграбления соседнего строя города Лирнесса. Красавицу, хоть и со скандалом, пришлось публично отдать главкому, но потерявший секс-игрушку обиженный подросток отказывается от дальнейшего участия в войне вместе со своими подчиненными. Греки начинают терпеть поражение за поражением, так как наличие в своих рядах бронетехники уже тогда играло большое значение при ведении войны. Их массовая гибель и даже целое посольство с просьбой вернуться на войну не поколебали героическое сердце. Только когда троянцы под предводительством Гектора вторглись в лагерь греков, Ахиллес сглотнул обиду и разрешил Патроклу повести на помощь грекам своих мирмидонян. И чтобы все подумали, что это он во главе войска, приказал любовнику облечься в свои доспехи. Патрокл гибнет, убивает его Гектор, брат Париса и сын царя Трои Приама. Убитый горем от потери еще одного объекта любви, Ахиллес в гневе уже лично возвращается на войну, мирится с Агамемноном и в неравном поединке убивает Гектора. Потом он привязывает его труп за ноги к колеснице и волоком таскает его вокруг Трои, что в те годы считалось неприемлемым поступком. А на третий день ночью тайно продает его тело за огромный выкуп отцу, царю осажденной Трои Приаму. Через некоторое время, заскучав без плотских утех, наш герой срочно решает еще раз жениться, причем на сестре убитого им Гектора Поликсене. Более того, он обещает троянцам героически перейти на их сторону в случае ее согласия. При этом он ни разу в жизни ее не видел и не мог видеть, так как она все время находилась внутри осажденного греками города. Такую удачу троянцы не использовать не смогли и тайно пригласили его во дворец, якобы для сватовства. И что бы вы думали? Этот похотливый недоумок прется в самое логово врага, где, естественно, попадает в ловушку. Парис всаживает ему в пресловутую пятку стрелу, отчего величайший герой Троянской войны быстро перестает дышать. Был герой и нет героя. Кстати, интересно, а почему Гефест не сделал ему специальной непробиваемой крышки в его незащищенную пятку, когда по заказу матери ковал неубиваемые доспехи? От вредности или тоже за что-то мстил? Ну как вам истинная биография легендарного воина? Вы заметили хоть что-нибудь героическое в этой короткой и бессмысленной жизни античного мажора? Хоть один геройский поступок? Ну, вроде говорят, что он убил 72 троянца лет так за 10-15. Но это можно было бы с натяжкой назвать героизмом по совокупности, если бы не тот факт, что Ахилл был неуязвим как бронепоезд, да еще и на волшебном бессмертном коне. Какие же это подвиги? Это обычная резня беззащитных людей. Да, забыл. Еще он заколол в бою женщину, царицу амазонок Пентиселею. И увидев ее красоту, он немедленно возжелал ее, и по свидетельству византийского ученого XII века Евстафия Солунского, героически совершил с ее телом акт некрофилии. Прямо на поле боя. А затем не менее эпично убил пытавшегося урезонить его своего же греческого солдата. Герой же, ему можно. Солдат, правда, тоже по-своему пытался надругаться над телом царицы, но все же не таким геройским образом. Война еще продолжалась много лет. К тому времени подрос и прибыл на войну сын Ахилла от Диадамии, дочери царя Ликомеда. Он на самом деле мужественно сражается и даже участвует в спецоперации Одиссея с троянским конем, что само по себе реальный воинский подвиг. Однако в своей звериной жестокости он оказался ничуть не хуже своего отца. Во время взятия дворца Приама он перебил всех женщин и детей королевской семьи. Он находит царя и опрометчиво убивает его прямо на алтаре Зевса, чем оскверняет его, и якобы навлекает на себя впоследствии гнев Бога. Но это уже другой триллер. Поликсена попадает в плен живой. Неоптолем решает убить ее, продолжая мстить за смерть своего отца. Но в отношении плененных в бою принцесс это просто так сделать, видимо, было нельзя. Слишком много желающих было взять ее себе в наложницы. Поэтому Неоптолем зовет на помощь нашего старого знакомого, маньяка и лжепрорицателя Калхаса, который, если вы помните, зарезал принцессу Ифигению перед самым началом Троянской войны. В свое время Ахилл даже использовал Калхаса в интриге против Агамемнона. Этот колдун снова начинает бить в бубен и петь старую песню про то,
что ему было видение, что чтобы снова подул попутный ветер и вся греческая братья смогла благополучно доплыть до дома с награбленным добром, нужно срочно принести жертву. И, естественно, малоненькую принцессу. В прошлый раз же сработало типа. Ну, надо так надо, никто особо и не спорил. И Неоптолем собственноручно перерезал девушке горло на могиле своего незадачливого папаши. И снова это преступление в дальнейшем было воспето греческим мифотворчеством как легендарный поступок. Причем настолько, что какой-то полоумный даже изобразил это злодеяние на своем собственном саркофаге аж лет так через 700. Ветер, правда, все равно не подул, с чего бы ему вдруг начинать дуть в обратную сторону. В общем, банда возвращалась по домам в течение целых 3 лет. Хотя там расстояние на 10 дней под веслами без ветра. Но зато есть масса островов с вином и женщинами с низкой социальной ответственностью. В общем, пока не пропили всю добычу, домой герои с войны не заявились. Красавчики. Вот такой вот был на самом деле герой этот Ахиллес. Может, я что-то упустил? Может, вы знаете какие-нибудь подвиги Ахиллеса? Напишите, очень интересно будет почитать. Все время удивляюсь способности греческих сказочников превратить самые отвратительные преступления своих персонажей в великие подвиги. И тому еще, как тесно переплетены между собой сюжеты их мифов и сказаний. Вроде бы все они писались в разное время, разными людьми и народами, но все их персонажи, их родословные, места их рождения и жительства, их поступки – все очень тесно взаимосвязано и описано с довольно высокой степенью совпадений. Не отпускает вполне обоснованное ощущение, что это все было на самом деле. Единственная проблема – нестыковки дат, но возможно это связано с другим методом летоисчисления. И вот на этой почве возникает исторический когнитивный диссонанс. Нужно либо признать, что все эти боги, полубоги, герои и прочая нечисть в истории человечества существовали и чудили на самом деле, либо признать, что в Древней Греции жили совершенно конченые психи, причем поголовно и на всю голову. Непонятно, что было с ней у тех, кто все это сочинял, и у тех, кто это с удовольствием слушал или смотрел об этом пьесы в фантастически красивых мраморных театрах. А потом еще и благоговейно поклонялся этим существам. Но не может же быть такого со всеми людьми одновременно. Бессмысленная жестокость, полнейшая неадекватность поступков, мстительность, легендарная похотливость их богов и героев – основной сюжет всех греческих легенд и мифов. Лютуют они по любому малейшему поводу, а иногда и просто без повода, по живости характера, так сказать. Да еще и внезапно пылают страсти ко всему, что шевелится. При этом их дикие выходки описываются греческими мифотворцами как-то обыденно, без осуждения или страха. Увидел, погнался, настиг, возлюбил. Герой, причем неважно кого. Шел, пинал камни от нечего делать. Увидел, подрался, убил. Герой. Брякнул что-то не то по пьяни. Кому-то не понравилось, прислали другого героя. Тот убил. Дважды герой. Испугался, что дети вырастут и отберут власть, и съел их. Ничего страшного, они ж боги. Жесть. Получается, люди осознанно поклонялись полностью аморальным существам? А с какой целью? Какое утешение получали они в этой вере? Что еще интересно, простые люди не участвуют во всем этом безобразии, только олимпийские боги, полубоги, герои и правители. Они активно скрещиваются не только между собой, но и с животными, и плодят таких же, как они, не только моральных, но и реальных уродов и мутантов в виде кентавров, гидр, пифонов, грифонов или гарпий. Причем некоторые уж очень напоминают современных боевых роботов или беспилотники. Какой вывод? А такой, что вполне логично и оправданно будет допустить, что единственной причиной наличия в народном греческом фольклоре этих жутких персонажей является их реальное существование на каком-то этапе человеческой истории. И похоже, что это была какая-то инвазивная раса совершенно чуждых людям существ, которая потом в одночасье покинула Землю в результате какого-то глобального катаклизма. А кто по-прежнему считает, что все это лишь милые сказки, пусть попробует это объяснить описанный мной выше очевидный парадокс. Но исключительно фактами и логикой, а не фразами типа «это же всем известно» там и прочим. Остается непонятным, почему и современным людям с самого детства в школах упорно вбивают в голову под видом подвигов всю эту древнюю жуть, иногда лишь обрезав особо пикантные места о выходках всех этих моральных уродов, называя их то героями, то прорицателями, то богами, а не садистами, насильниками, маньяками, ворами и убийцами.
И еще и называют это классикой. Ведь те, кто это делает, прекрасно знают эти ужастики в их полном изложении. Кому это нужно? Зачем? Нужны ли такие объекты для подражания нашим детям? Ведь в истории человечества, как в древней, так и новейшей, было и есть огромное количество истинных героев, подвиги которых достойны настоящего восхищения. Не пора ли нам что-то переосмыслить, в конце концов? А то уж слишком похожи стали действия некоторых царей на мифы Древней Греции.